Всем привет! Добро пожаловать на канал Рациональные инвестиции. На данном канале я рассматриваю рациональное инвестирование в компании на долгосрочную перспективу. Меня зовут Артур. Спасибо за просмотр моего канала и комментарии, которые вы оставляете. Мне очень приятно. В сегодняшнем ролике продолжение разбора компании сектора здравоохранения, отрасль производителей лекарств, компания Johnson Johnson. Оценим ее по финансовым показателям и определим для нее внутреннюю норму доходности при удержании компании на горизонте 10 лет. Итак, если вы готовы сделать это вместе со мной, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и мы приступаем. Прежде чем мы начнем делать обзор, давайте определим для себя 5 ключевых показателей при оценке компании. Первое. У нее должен быть рост выручки. Второе. Мы смотрим на рост прибыли, она должна расти. Третье. У компании должен быть стабильный денежный поток. Четвертое. У компании должен быть низкий долг. И в заключение нам нужны акции по хорошей цене. Давайте применим все эти параметры к Johnson Johnson и посмотрим, насколько она является хорошей инвестицией в данный момент. Для начала давайте ознакомимся с компанией. Johnson Johnson – это американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. Компания основана в 1887 году, ключевая фигура Алекс Горски. По результатам продаж за 2020 год распределение выручки выглядит следующим образом. На первом месте Америка с долей продаж 43 миллиарда долларов, на втором месте Европа 19 миллиардов долларов, на третьем месте зарубежное полушарие, за исключением Америки, 15 миллиардов долларов, и 5 миллиардов долларов это Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Распределение выручки по бизнес-сегментам по итогам работы за 2020 год следующее. На первом месте лекарственные препараты 45 миллиардов долларов, на втором месте медицинское оборудование с объемом продаж 23 миллиарда и на третьем месте санитарно-гигиенические товары с объемом продаж 14 миллиардов долларов. Также я хотел бы обратить ваше внимание на количество продуктов в каждом из видов деятельности, которые осуществляет компания. У нее очень диверсифицированная корзина, вы можете сами посмотреть, на сколько много продуктов она производит, и компания не зависит от какого-либо продукта и его успеха, так как обладает достаточно обширной линейкой предложений. В этом отношении мне нравится данный актив, все на высоком уровне. Я прочитал отчет компании, письмо акционерам и цели руководства. У компании есть кредо, то есть общая цель, и видно, какие цели ставит перед собой данная компания. Добиваться с каждым годом новых высот, активно развиваться и расширять свой бизнес в долгосрочной перспективе, мне симпатизирует данный подход. На новые продукты, представленные за последние 5 лет, пришлось примерно 25% продаж в 2020 году. В 2020 году компания была проинвестирована 12,2 миллиарда долларов в исследования и разработки, и 7,3 миллиарда долларов было потрачено на приобретение, что отражает стремление руководства создавать жизненно важные инновации и создавать ценности посредством партнерских отношений, которые кардинально изменят траекторию здоровья человека. Что касается приобретений за последний год, то Johnson Johnson 1 октября 2020 года приобретает Momenta Pharmaceuticals за 6,5 миллиардов долларов. Компания, которая обслуживает и разрабатывает новые методы лечения иммунных заболеваний. Мы ожидаем нескольких запусков, многие из которых будут первоклассными показаниями при редких заболеваниях и областях со значительными неудовлетворенными потребностями. Хочется отметить, что по прогнозам компании ожидается сохранение прибыли в долгосрочной перспективе на уровне от 8 до 10% в год с увеличением маржинальности бизнеса. 27 февраля 2021 года вакцина Johnson Johnson получила разрешение на применение органам управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА). И вакцина Johnson Johnson является первой однократной вакциной в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сразу же после получения одобрения ФДА Johnson Johnson заключает партнерское сотрудничество с компанией Merck по производству вакцин в целях расширения производственной мощности и поставок вакцин сверх текущих обязательств всему миру. Merck – это 9-й производитель, присоединившийся к нашей глобальной сети, и мы продолжим инвестировать в сотрудничество, чтобы задействовать все наши ресурсы и лучшие научные умы для борьбы с этой пандемией.
И последняя новость – это от 19 августа. Алекс Горский покидает пост председателя совета директоров и главного исполнительного директора. Его место займет опытный Хоакин Дуато, который уже на протяжении более чем 20 лет трудится в компании на руководящих должностях. Данное решение вступает в силу с 3 января 2022 года. Алекс Горский не покидает компанию, он будет исполнять обязанности исполнительного председателя, а решение покинуть должность связано с желанием Алекса сосредоточиться на своей семье и больше уделять ей время, а также в связи со здоровьем семьи. А теперь, друзья, давайте перейдем на обзор финансового блока и ознакомимся с прогнозами компании и определению внутренней нормы доходности. Что касается выручки, то она растет, имеет восходящий тренд, чистая прибыль также растет, свободный денежный поток также имеет восходящий тренд. Количество акций, находящихся в свободном обращении, снижается. По данному слайду все в норме, вопросов не возникает. Что касается информации по обратному выкупу, то в отчетах я не нашел информации по действующей программе обратного выкупа. У компании действовала программа, но она закончилась еще в 2019 году. Но тем не менее компания не прекращала выкупать свои акции и после окончания данного периода. Чистая маржинальность находится на высоком уровне, порядка 18%, и держится примерно на тех же значениях, что и за последние 10 лет. Рентабельность активов, инвестиций и собственного капитала находится также на высоком уровне. В данном отношении все в порядке. Что касается дивидендной доходности, то компания на протяжении 59 лет подряд ежегодно увеличивает дивидендные выплаты. В настоящее время дивидендная доходность составляет чуть более 2%. Процент прибыли, который компания направляет на выплату дивидендов, составляет порядка 43%. Среднегодовой рост дивидендных выплат за последние 5 лет составляет практически 6%. По долговой нагрузке по итогам работы за 2020 год она составляет 52% к собственному капиталу. Активы у компании возрастают, как и обязательства. По итогу мы видим величину активов больше, чем обязательств. Акционерный капитал последние 5 лет растет. По данному направлению также все в порядке. Что касается инсайдерской информации, то сделок на покупку не зафиксировано, как у компании Johnson & Johnson, так и у ее прямых конкурентов. Последняя сделка на покупку была зафиксирована в марте прошлого года. Если рассматривать компанию с позиции ростового потенциала за прошлый отрезок времени, а именно за последние 5 лет, то среднегодовая доходность составила практически 12%, что является третьим результатом после индекса медицинского оборудования, индекса S&P 500. В этом отношении Johnson & Johnson обгоняет лишь индекс лекарственных препаратов. Если рассматривать доходность за последние 10 лет, то среднегодовая доходность Johnson & Johnson выше 5-летней доходности и составляет 13% в год, но уступает другим участникам рынка. Давайте теперь ознакомимся с мнениями аналитиков. По мнению аналитиков, общий прогноз – строгая покупка. Прогноз основан на мнении 7 аналитиков, которые сделали свои прогнозы за последние 3 месяца. На будущий период, то есть 12 месяцев, средний консенсус-прогноз по стоимости акций ожидается на уровне $190 за акцию, что выше текущих отметок на 9%. Наивысшая оценка по стоимости акций равна $200, наименьшая $183. Все аналитики склоняются к росту данного актива. Давайте теперь посмотрим на прогноз по выручке и прибыли. Касаемо прогнозов самой компании на будущий период, то в этом отношении он позитивный. Ожидается увеличение выручки на 4-6% в год в период с 2022 по 2024 год, увеличение прибыли на 8-10% в год соответственно. Давайте сравним компанию Johnson & Johnson с отраслью производства лекарственных препаратов. В таблицу сравнения включены компании, занимающие наибольшую капитализацию, такие компании как Pfizer, Eli Lilly, AbbVie и Merck. По мультипликатору P на E торгуется ниже среднего значения по конкурентам, но показатель в 26 является по-прежнему высоким параметром. Форвардное значение P на E идет в сторону уменьшения, то есть ожидается увеличение прибыли в будущем периоде. По показателю P на S находится в среднем значении, и этот параметр также выше допустимого. По параметру P на B находится также в среднем диапазоне. По основным мультипликаторам в целом отрасль не дешевая, но нам важно оценить перспективы компании и посмотреть на потенциальную доходность инвестиций и определить для себя справедливую стоимость. По цене к свободному денежному потоку все в порядке.
Это значение также среднее по отрасли. Отношение долга к собственному капиталу меньше единицы, вопросов не возникает. Дивидендо-доходность средняя по отрасли. В этом плане впечатляет рост дивидендных выплат на протяжении уже более 59 лет. Компания является дивидендным королем. Рентабельность собственного капитала высокая. Как видно по таблице, компания в сравнении с конкурентами выглядит достойно, каких-либо критических значений и переоценки с отраслью не наблюдается. А теперь давайте посмотрим на потенциальную доходность инвестиций и определим для себя соответствие 5 ключевым показателям. Исходя из достигнутых показателей по выручке и прибыли, а также прогнозов компании на будущий период, я сделал расчет по справедливой стоимости акции на последующие 10 лет методом денежного потока и на основе показателя EBITDA. По моим расчетам, средняя стоимость акции к 2030 году будет составлять $261. То есть я взял среднее значение по 50% от каждого метода расчета. При расчете стоимости акции на основе метода денежного потока я получил стоимость к 2030 году в $224. На основе EBITDA $310. Количество акций, находящихся в свободном обращении, я оставил без изменений. Хотя компания продолжает выкупать свои акции из рынка, но новую программу еще не утвердила. Поэтому я оставил значение на уровне 2020 года. Рост на будущий период я прогнозирую на уровне 4% для свободного денежного потока и 5% для показателя EBITDA, что является вполне допустимым уровнем, основываясь на прошлых данных. А теперь давайте определим внутреннюю норму доходности. Внутренняя норма доходности – это коэффициент, показывающий минимально приемлемый уровень доходности в год при вложении в компанию на долгосрочную перспективу. То есть внутренняя норма доходности при цене акции в $173 на горизонте 10 лет будет составлять 10%, что равно средней доходности рынка S&P 500. Возврат на капитал при этом составит порядка 2 раз. И меня этот рост устраивает, компания находится в недооценке. А по таблице справа вы можете заметить, как внутренняя норма доходности меняется в зависимости от стоимости акции. Чем выше будет стоимость акции, тем меньшую доходность мы получим на длительном горизонте инвестирования. И чем будет меньше стоимость акции, тем большую доходность мы получим. Как вы думаете, друзья, считаете ли вы инвестицию в данную компанию хорошей инвестицией или нет? Напишите в комментариях свой ответ, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте теперь подведем итог по оценке базовых мультипликаторов. По первым 6 позициям я повторяться не буду, так как уже сделал эту сравнительную оценку с отраслью. Акционерный капитал за последние 3 года растет, в среднем на практически 2% в год. Маржинальность бизнеса равна практически 18%. Это высокий параметр. Следует отметить, что компания ожидает увеличения маржинальности в последующие 3 года. Прогноз на будущий период позитивный. В 2022 и 2023 году ожидается увеличение выручки и прибыли. Аналитики ожидают рост стоимости акций от текущих отметок на 9% в ближайший год. По инсайдерской информации, сделок в 2021 году не зафиксировано. И по обратному выкупу акций все в порядке. Компания активно выкупает свои акции из рынка, но, к сожалению, еще не обозначила свои планы в этом отношении. Подведем итоги всего вышесказанного. Оценим компанию по 5 ключевым показателям. Рост выручки, да, он есть. Если смотреть на диапазон с 2011 по 2020 год, то этот рост составляет практически 3% в год. Пусть и немного, но она есть. Рост прибыли, да, она увеличивается. За последние 10 лет в среднем на 4%. Свободный денежный поток, да, растет. В среднем практически на 7% в год. Долг к собственному капиталу составляет меньше единицы. И справедливая стоимость акции, да. Компания в настоящее время недооценена. Имея двузначную норму доходности, что равно среднему росту индекса S&P 500, я склоняюсь к покупке данной компании. Компания заслуживает внимания, она платит дивиденды, имеет позитивный прогноз на будущий период и стоимость акций находится в справедливых значениях. Также она относится к защитной отрасли. Итак, друзья, если вам было полезно это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, держите ли вы ее в своем портфеле. Также напишите разбор, какой компании вы хотели бы видеть в моих следующих обзорах. А также не забывайте подписаться на мой канал, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно. Всем удачи, не забывайте о диверсификации своего портфеля, а мы продолжаем искать недооцененные компании. Всем пока!